Дельфины окружили лодку рыбака и не давали ей плыть, пока мужчина не заметил нечто странное под килем и все понял. В тот день море казалось почти нереальным. Гладкая, как стекло, поверхность, ни малейшего ветра, ни намека на шторм. Василич, опытный моряк с многолетним стажем, вышел в одиночный рейс, как делал это десятки раз. Он ценил такие моменты, когда вокруг только вода, небо и тишина, в которой слышны собственные мысли. Лодка шла ровно, мотор работал спокойно, и ничто не предвещало перемен. Но внезапно на горизонте показались знакомые силуэты – дельфины. Василич даже улыбнулся. Эти морские обитатели часто сопровождали его судно, играли в волнах и словно приветствовали. Однако уже через минуту стало ясно – сегодня все иначе. 5 дельфинов двигались слаженно и слишком целенаправленно. Они быстро приблизились и начали кружить вокруг лодки, образовав плотное кольцо. Это было не похоже на игру. Когда Василич попытался увеличить скорость, один из них резко выпрыгнул прямо перед носом, заставив его сбросить газ. «Да что же вы делаете?» – пробормотал он, нахмурившись. Он попробовал изменить курс, но 2 других дельфина начали бить хвостами по воде, поднимая сильные брызги и буквально перекрывая путь. Их движения были настойчивыми, почти тревожными. Это уже не выглядело случайностью, они явно чего-то добивались. Василич заглушил мотор. Внезапно наступившая тишина показалась непривычной, и тогда он услышал звук. Слабый, пронзительный, едва различимый. Он доносился снизу, из-под лодки. Моряк напрягся. Это был необычный шум воды. Он взял багор и осторожно опустил его за борт, пытаясь нащупать, нет ли под килем какого-то препятствия. Ничего. Тогда он решил проверить сам. Надев маску, он лег на борт и заглянул в глубину. Увиденное заставило его резко вдохнуть. Под лодкой запуталась старая рыбацкая сеть. Она зацепилась за оборудование на днище и тянулась вниз, образуя смертельную ловушку. Внутри в нейлоновых петлях бился маленький дельфиненок. Он уже почти не двигался. Силы покидали его, а времени оставалось совсем мало. Дельфины должны регулярно всплывать за воздухом, и этот малыш был на грани гибели. Все стало понятно в одно мгновение. Стая не давала лодке двигаться, потому что винт мог разорвать сеть и ранить детеныша, или убить его сразу. Они не просто мешали, они просили о помощи. Не теряя ни секунды, Василич схватил нож и прыгнул в воду. Дельфины тут же расступились, словно поняли его намерение. Он нырнул под киль, где вода казалась холоднее и темнее. Сеть оказалась крепкой и туго натянутой. Лодку слегка качало, что только усложняло задачу. Он работал быстро, но осторожно. Одно неверное движение, и можно было зацепиться самому. Нож скользил по прочным волокнам, которые не хотели поддаваться. Но, наконец, одна нить лопнула, затем вторая. Еще несколько усилий, и сеть начала ослабевать. В этот момент рядом появился крупный дельфин, вероятно, вожак. Он держался совсем близко, словно наблюдая. Когда последняя петля разорвалась, он мгновенно подхватил детеныша и вытолкнул его вверх. Василич вынырнул следом. На поверхности малыш сделал глубокий вдох, первый за долгое время. Вокруг него закружили взрослые дельфины, издавая звуки, похожие на радостные свисты. Это было похоже на благодарность. Поднявшись обратно в лодку, Василич еще некоторое время наблюдал за ними. Стая не уходила сразу. Теперь их движения стали легкими, почти игривыми, словно напряжение исчезло. Один из дельфинов снова подплыл ближе, вынырнул из воды и на секунду задержался, глядя прямо на человека. А затем они ушли, так же внезапно, как и появились, растворившись в глубине. Долгое время Василич сидел молча, глядя на спокойную воду. Он многое видел за годы в море, но этот случай остался особенным. В тот день он ясно понял: океан живет по своим законам, и в нем есть нечто большее, чем просто инстинкты. Иногда помощь приходит оттуда, откуда ее совсем не ждешь. И иногда, чтобы понять друг друга, не нужны слова.